Мадра представляет программу «Добро и зло». Часть первая. Сегодня уже не секрет, что возможно энергетическое воздействие на человека с целью подчинить его волю. И мы все не так давно были свидетелями такого явления. Речь идет о так называемом «белом братстве». По поводу него психиатры разводили руками. Но в одном они были единодушны, что эти люди не психические больные, так как в их высказываниях нет бреда или галлюцинаций. Но в то же время они очень похожи на запрограммированных людей-роботов. Оказывается, такие явления известны и имеют свое название – зомбирование. Например, такая практика давно известна колдунам Африки. Под их воздействием люди становились зомби. Давайте будем разбираться в этих вопросах. Для того, чтобы понять, какие силы воздействуют на человека и как уберечься от их влияния. Ведь без глубокого понимания существа вопроса о действии энергии человек может попасть в зависимость, ведущую к осложнениям в судьбе. Как-то пришлось консультировать и затем лечить молодую женщину, у которой после того, как ясновидящие подключали к космосу, развился острый психоз, и она была госпитализирована в психиатрическую больницу. Психоз прекратился на следующий день, как только она вышла из-под энергетического воздействия. Однако осталась сильная слабость, по поводу которой она и обратилась к нам. Лечение было успешным. В этом случае удалось помочь. Однажды привели на консультацию 17-летнего мальчика в состоянии острого психоза, сопровождающегося бредом и галлюцинациями. Болезнь наступила, когда мама принесла с массового сеанса портрет целительницы. Только увидев его, мальчику стало плохо. Появилось головокружение и чувство стеснения в груди. Он сразу попросил: «Мамочка, убери. От этого портрета мне страшно». На что мама ответила: «Много ты понимаешь. Мне помогает. И всем должно помогать». Через неделю мальчик тяжело заболел. И такие наблюдения, к сожалению, не единичны. Врачи скорой помощи, психологи телефонов доверия знают, если прибавляются у них работы, значит в городе проводятся массовые сеансы какого-нибудь целителя. Хотя наше законодательство запрещает проведение подобных сеансов, но почему-то выступления самозваных профессоров и академиков продолжаются. Обратимся к древней легенде. Очень давно, чтобы помочь эволюции человечества, воплотившись в земные тела, на Землю пришли высшие учителя, 7 великих кумар, чтобы дать знания и своим примером помочь людям. Один из учителей, стоящий самым последним в цепи иерархии света, не смог преодолеть свое стремление к власти, перебороть свое низшее «я» и попытался подчинить земной мир себе. Нам трудно понять, почему высокий дух мог поддаться влиянию материальных желаний, но придет время, и мы обязательно это узнаем. На основании закона свободной воли он сам выбрал путь своего падения. Знания его были огромны, но не беспредельны. И так как он выпал из сотрудничества Великого космического братства, то, соответственно, был лишен возможности принимать высшее знание и энергии. Не выдержав испытания, он не мог выполнять и свою задачу, ведь именно на него возлагалась миссия поднять сознание людей. Самость, эгоизм закрыли ему путь восхождения. А в своем желании властвовать он был не одинок. Так невежды смеются над существованием сатаны и тем подтверждают правильность сказанного одним тонким мыслителем. Победа дьявола в том, что он сумел внушить людям, что он не существует. Письма Елены Ивановны Рерих. Да, Люцифер был одним из 8 сынов света, пришедших с высших планет на нашу Землю и воплотившихся в различных расах для ускорения умственного развития человечества.
Трагедия духа его изложена в легенде о князе мира сего. Сейчас подошел срок конечной битвы между водителем света, архангелом Михаилом, высшим среди сынов света, и Люцифером. Лишенные божественной энергии иерархии света, Люцифер и его слуги вынуждены были забирать эти энергии у людей, склоняя их к проявлению эгоистических животных качеств, ибо иначе они просто не смогли бы существовать. Для этой цели в ход шли и хитрость, и обман. Тьма и слуги ее напряжены в своих усилиях затянуть сознание землян в воронки темных энергий. Притяжение тьмы опасно тем, что тьма требует своего, то есть заявляет свои права на элементы тьмы, накопленные развоплощенным духом при жизни его на земле. Накоплению элементов света или элементов тьмы способствует свободная воля человека и свобода выбора. Грани Агни-йоги. Так появились на земле ловцы человеческих душ. Подумаем, многие ли смогли устоять перед проявлением в нас в той или иной мере зла? Ведь только высшее знание и истинная вера могли защитить от нападок тьмы. Вот истинный смысл зомбирования или подчинения в той или иной мере сознания людей. Имя падшего учителя было Люцифер, то есть свет несущий. Но он потерял свое высшее предначертание, и имя его стало синонимом зла. Письма Елены Ивановны Рерих. Во главе сынов света стоит архангел Михаил, и противником его в стане тьмы явился сатана, все еще называемый Люцифером, хотя он давно утратил право на это имя, бывший однажды в числе великих кумар, одаривших светом разума, еще лишенных его, жалких землян. Прочтите в связи с этим легенду о Люцифере в криптограммах Востока. Легенда эта заключает в себе великую истину. Так хозяин Земли борется сейчас за самое существование свое. Великий предуказанный Армагеддон нашей расы находится в полном разгаре. И снова архангел Михаил с светлым воинством сражается против Люцифера. Конечно, победа всегда за светлыми силами, но страшные катаклизмы при этом неизбежны. Вот как трактует происходившее событие легенда о Люцифере в книге «Криптограммы Востока». В чем было восстание Люцифера? Он захотел остаться в пределах планеты, и легенда о князе мира сего довольно правильна. Около себя он начал собирать духов, довольствующихся земляной аурой. Чтобы удержать приверженцев, он начал развертывать перед ними возможности Земли, подражая, иногда довольно искусно, противоположениям другой стороны. Можно говорить о чудесах Антихриста. Зачем нам сознание о будущем, когда могу показать вам силы Земли? Но между его последователями никто не скажет, покидая землю: «Восхожу, Господи», но содрогнется, отрываясь от земного сверкания. Правда, Люцифер был прекрасен и дал людям по-своему познание земного сияния. Но без него не было бы определенной границы между Землей и другими сферами. Без него различие жизни на Земле и в других сферах должно было постепенно стираться, давая воплощенным духам подвижность материи. Но древний князь тьмы, наоборот, приковывает материю к коре занимаемой им планеты. Как планетный дух, он знал недра Земли, но его заблуждение лежит в нежелании сотрудничества с другими планетами. Именно оно дало миру Христа. В то время, когда Люцифер превозносит свет Земли, Христос указывает на красоту всего мироздания. Мы говорим: пусть горит свет Люцифера, но за ним не скроется величие других огней. Мы не боимся произнести его имя. Мы знаем его существование. Мы говорим: путь твой не может завершить Земли судьбу, ибо только общением с другими мирами
жизнь твоей тверди обновится. Износятся скалы твои, и где утвердишь престол свой? И жизнь вечная, и обмен вечный дает нам вечный дом. Христос ничем не отличался от слуг твоих, но показал преимущество движения за пределы земли. Христос говорил: «Могу переночевать на прекрасной земле, чтобы продолжить путь. Но, хозяин земли, удержи слух, чтобы не препятствовали мне при восходе продолжить путь». Итак, один восхитился материей, другой же идет к мирам возможностей света. Люцифер, настает время, когда обновить лампу твою. Люцифер, могший быть представителем единства, предпочел оградиться от соседей. Борьба отчаяния переменила носителя света, и рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его, поистине, начали прибегать к постыдным средствам. Бедный носитель света, в кончине Христа ты допустил непоправимую ошибку. Кедр ливанский, поднявший тело Христа, лишь сократит путь к высшему миру. И придется тебе отойти на Сатурн, потому уже давно тебя называют Сатан. Но и там садовник материи найдет поля и может трудиться, как и на земле. И прими последний совет. Пересмотри ряды слуг твоих. По лестнице жизни ты хотел опередить учителя. Вот тебе дано остережение. Вот стоит свидетельница твоей участи. И звезда Матери Мира стала знаменем безумия твоего, когда ты решил унизить носительницу духа. Видишь, вернется жена на место сужденное. Письма Елены Ивановны Рерих. Восстание Люцифера дало миру Христа. Это восстание дало и других великих учителей, приходивших до Христа и после Него. Длинен список самоотверженных, высочайших духов, боровшихся с темной силой. Согласно восточным традициям, восстание Люцифера зародилось уже в конце третьей расы. Великая битва в четвертой расе между сынами света и сынами тьмы, упоминаемая во всех древних традициях, ярко отметила эту великую драму нашей планеты. Драму в том, что Люцифер по космическому праву является истинным хозяином нашей Земли. Зерно духа его в потенциале своем заключает все энергии, заложенные в ядре нашей планеты. Потому можно легко представить себе, как знает хозяин Земли недра ее и как подчинены ему все энергии ее. Тогда как другие великие сыны света, прибывшие на нашу планету, принадлежат к более высоким мирам. Наивысший среди них принял ответственность за планету. Он стоит на несменном дозоре. Согласно всем писаниям, он есть победитель змея. Письма Елены Ивановны Рерих. Когда даны предупреждения, тогда легче различать события. Уже нарождается нечто, но толпы заняты увеселениями. И провидцы древние знали многие смены, которые теперь ясны историкам. Но современники умели лишь побивать камнями всех дальновидцев. Не так ли и теперь? Все космические сроки, все сочетания светил подходят к завершению великого цикла, и человечество должно воскреснуть духом. Огненные энергии к сроку достигают Земли, и можно ожидать великих переустройств, которые должны принести пробуждение духа. Подходит конец царству Люцифера. Нарождается новая раса. Психологи доказали, что человеку трудно что-либо придумать, если с этим явлением он не сталкивался. Но в религиях, сказках, легендах во всем мире присутствуют в том или ином виде силы добра и зла. И в нашем сознании есть и черти, и бесы, и ведьмы, и прочая нечисть. И их мы можем нарисовать или описать. В свое время мы провели анализ, кто же работает в области экстрасенсорики. Нас поразил тот факт, что среди целителей около 10% это психические больные. Притом среди них есть и инвалиды по психическому заболеванию.
Непонятно, даже с позиции обычных житейских представлений, как могут люди с больным мозгом лечить. Профессор Вейн, исследуя биотоки мозга пациента в момент проведения гипноза, выявил их полную диссоциацию. И он призывал, что работа врача-психотерапевта должна быть подобна работе хирурга в операционной, с полным пониманием ответственности за результаты лечения. А насколько более тонкое обращение необходимо при работе с энергиями. Но еще большее недоумение вызывает доверие людей, обращающихся к таким шарлатанам, хотя это слово для них слишком благозвучное. Может быть, насторожат слова Клизовского, ведь люди не посылают своих детей для обучения наукам к профанам и неучим. Между тем, сами готовы довериться первому встречному шарлатану, служителю тьмы, который из высшего знания ничего не знает и преследует лишь свою выгоду. Правильно, если пациент, нуждающийся в операции, интересуется личностью врача и старается попасть к хорошему специалисту, которому можно доверить свое тело. Но почему же мы такие безрассудные, когда отдаем в чужие лапы самое ценное сокровище — свою душу? Было время, когда экстрасенсорика настолько увлекала многих, что они, не думая, готовы были бежать на любые курсы, где за умеренную плату могли получить тайные знания, якобы позволяющие лечить людей, а к ним и сертификат, дающий возможность работать в разных странах. Так появлялись международные специалисты. Но ни один из тех, кто посещал курсы, не задумался, неужели можно за месяц или 2 недели освоить то, что накапливалось у человечества веками. Ведь были люди, которые всю жизнь пытались познать истину и все-таки не имели значительных результатов. Почему монахи, ведущие образ жизни, способствующий проникновению в тайные знания, не всегда достигают просветления? А исключения составляют лишь отдельные подвижники, память о которых сохраняется веками. Врач учится 6 лет, медсестра 4. Но как мало у нас хороших медиков. Не потому ли, что к знаниям нужны годы и годы практики, повседневное и постоянное совершенствование. И требуется не только накопление знаний, но и проникновение во внутреннюю природу вещей и событий. Изучая биографию знаменитостей, видим интересную закономерность, что все они много, постоянно и увлеченно трудились. Здесь кроется один из ключей. Только постоянный и неустанный труд может открыть заветные двери. Есть и другое немаловажное обстоятельство. Знания почти всегда передаются от учителя к ученику. Кто же мог быть учеником? Лишь тот, кто эволюционно готов был к постижению истины, к необходимости переплавить свою низшую природу в энергию любви и добра и работе на общее благо, и принять тяжкий груз знаний. И лишь пройдя долгий путь испытаний, сам становился учителем, обретя при этом новое мировоззрение. Так рождается вера. И будь это вера религиозная или научная, вера — это прежде всего миропонимание на основе знаний и большого жизненного опыта. Это способность взглянуть на мир с определенных наработанных позиций. Но древняя практика передачи знаний у нас была утеряна. Сегодня мы видим, как, нарушая космические законы, идя на поводу астрального мира, некто пытается стать учителем или гуру. Какими же знаниями он руководствуется? Часто это примитивные книги-ловушки, как раз и рассчитанные на неосторожного читателя. В них, без проникновения в сокровенные знания, рассказывается лишь о внешней стороне различных магических действий, в результате которых якобы наступает исцеление. Последние годы таких книг появилось много, описывающих различные магические действия, заклинания, заговоры и так далее. По этому поводу Елена Петровна Блаватская в 3-м томе «Тайной доктрины» писала:
Но даже углубление в эти книги может оказаться опасным для изучаемого без руководства. Если к ним подходить без правильного ключа, и если притом изучающий не годится для магии вследствие своей ментальной неспособности, и таким образом не в состоянии отличить правый путь от левого, то пусть он послушается нашего совета и оставит это изучение. Он только навлечет на себя и на свою семью неожиданное горе и печали, ничуть не подозревая, откуда они появились.